Всем привет! Сегодня для меня сложный ролик, потому что я осталась одна. Позже расскажу почему. А сейчас приготовим шах-плов, и не просто так, а в рамках состязания с рестораном, с поваром, который много-много-много раз готовил это роскошное блюдо. Итак, для шах-плова берем 800 грамм длиннозернистого риса. Тщательно его промыв, добавляем 1 столовую ложку соли, и очищенную воду. Перемешиваем и отставляем на 1 час. В мясном магазине мне порекомендовали, что для плова идеальнее всего взять лопатку теленка. Итак, нарезаем 1 килограмм мяса на крупные куски по 80 грамм. Пока режу, расскажу, почему осталась одна. В чем причина? Все банально просто. Приехал любимый сын, забрал отца себе в помощь на несколько дней. При этом он сказал: «Мам, у тебя все получится». После этого мои мысли: подумаешь, приготовить впервые шах-плов? Тебе еще впервые предстоит загнать машину в гараж, а он узкий как щель, и все это без Андрея. А еще надо взять себя в руки и замочить в воде мясо на 15 минут, чтобы вышла вся кровь. После этого отвариваем его без соли в небольшом количестве воды под крышкой на маленьком огне до полуготовности. На это уйдет 40 минут. Для идеального шах-плова еще потребуется 250 грамм съедобных каштанов, 250 граммов кураги и 250 граммов изюма. Сухофрукты замачиваем в воде на 15 минут. Далее измельчаем 1 килограмм репчатого лука. Меня ждало еще одно разочарование. Из 250 граммов съедобных каштанов осталось вот такое незначительное количество. И они были все дико твердыми. Может, их вариться надо было, а не поджаривать как орешки? Кто знает, делитесь в комментариях. После незапланированного фиаско меня ждал огромный успех. У меня все-таки получилось с 3-го раза поставить машину в микроскопический гараж. После такой победы вера в мой шах-плов усилилась. Итак, совсем немного поджариваем килограмм лука до золотистой корочки и добавляем 1 чайную ложку куркумы. С ней осторожно, она щедро делится своим желтым цветом и окрашивает все – пальцы, ногти и стол. Что же еще может дать такой золотистый желтый цвет, а еще восхитительный аромат? Это дорогущий шафран. Чтобы он максимально отдал свой цвет и вкус, заливаем полграмма кипятком. Сладость блюду можно придать не только карамелизированным луком, а еще и жареным на сливочном масле изюмом. И курагой. Они подгорают очень быстро, поэтому по 2 минуты на каждый продукт достаточно. А теперь пришло время отварить замоченный рис. Когда вода закипит, добавляем столовую ложку соли и рис. Варим всего 5 минут до полуготовности. Далее поджариваем мясо на сливочном масле до красивой корочки. Добавляем 100 мл бульона, его мы собрали, пока варилось мясо. Теперь пришел момент, когда мясо пора посолить и поперчить. К телятине с красивой корочкой смело добавляем жареный лук, золотистый изюм и ароматную курагу. Этот запах вас бы точно порадовал. В таком ароматном трансе моя вера усилилась до 50%. К тому же рис уже практически готов. Поэтому берем лаваши. Из одного вырезаем что-то наподобие
Остальные 5 разрезаем пополам. В гастроемкости каждый ломтик лаваша смазываем с 2 сторон топленым маслом. В 4-литровую кастрюлю, а лучше казан, внутри натираем сливочным маслом. На дно кладем хлебную звездочку, а затем к стенкам крепим лепестки из лаваша. Сначала помещаем рис и добавляем немного шафрановой воды. Аккуратно перемешиваем, чтобы ничего не повредить. А в центр кладем ароматную начинку. Мясо и фрукты, чтобы не сгореть, должны быть в середине, поэтому следите, чтобы стенки лаваша контактировали с рисом. В оставшийся рис добавляем нежную жидкость с шафраном и перемешиваем. Цвет получается необыкновенно ярко-желтый. Просто восторг! Накрываем мясо рисом и поливаем сливочным маслом. По рецепту на шах-плов должно было уйти целый килограмм топленого масла. А так как думаем о своей поджелудочной, то используем всего лишь 400 грамм. По центру кладем половинку лаваша и запечатываем. Завернув лаваш, накрываем шах-плов крышкой и отправляем в духовку на 1,5 часа при температуре 180 в режиме конвекции. Если же у вас духовка без конвекции, то стоит проверить готовность через час. Даже на батлах так не переживаю, как сейчас. Давайте посмотрим. Внешняя сторона радует. А теперь посмотрим, что мы заказали в ресторане. Вау! Скоро вы узнаете, как он выглядит. С оператором Владиком сразу покажем 2 варианта. Готовы? Шах-плов из ресторана весит 2 килограмма, а домашний чуть больше 3. Как вам? Интересно, что же там внутри? В ресторанном варианте очень красивый рассыпчатый рис. А в нашем рис не такой идеальный, но яркий цвет от шафрана – это просто гипноз. Давайте попробуем и узнаем, кто сегодня лучший. В общем, хоть и в первый раз готовлю шах-плов, мясо получилось мягкое, и плов мне нравится. Теперь шах из ресторана. Мясо неплохое, но суховатое. Здесь все-таки не телятина, а говядина. А вот рис рассыпчатый с кардамоном. Очень классный. И что интересно, мясо расположено по краям,
а внутри только рис. И мы там нашли еще чеснок в шелухе, что придает приятный аромат. Морковь просто отменная. На такое количество риса мяса, по моему мнению, маловато. Чтобы не быть субъективной, давайте послушаем мнение Владика. Оно. Здесь мясо очень сухое. Теперь попробую рис. А рис классный. В этом блюде намного лучше начинка, а особенно мясо. А в этом очень вкусный рис. И без раздумий я выбираю наш, домашний. Наконец-то победа! Победа, думаю, за счет щедрого вложения в качественные продукты. Подумайте только, грамм шафрана стоит как целый килограмм телятины. Так вот, посчитав стоимость продуктов, разница составила на каждый килограмм 38 гривен. Это 105 рублей или $1,5. То есть наш шах-плов оказался даже дешевле. Довольная со всех сторон, конечно, намекаю на лайки. Ведь от 20 тысяч лайков YouTube порекомендует наш канал гораздо большему количеству людей. А на сегодня все. Приятного аппетита и до вкусных встреч! Мы вас любим. Всем пока!